Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В прошлом видео я рассказывал о том, как работать с контейнерами на операционной системе Windows Server 2019, работающей в режиме Core. В этом видео я хочу рассказать о том, как работать с компонентом Hyper-V, то есть начиная с установки, создания виртуальных машин и так далее. А также я расскажу о возможности создания контейнера под названием Hyper-V. Контейнер Hyper-V отличается от обычного контейнера тем, что дает дополнительный уровень изоляции. В обычном контейнере каждый образ операционной системы работает с копией ядра. При этом разделение происходит на уровне копии ядра. А в контейнере Hyper-V каждая виртуальная операционная система, образ операционной системы работает с новым ядром. То есть, что дает более высокий уровень изоляции контейнеров друг от друга. Итак, у нас запущен PowerShell. И первое, что необходимо сделать, это непосредственно установить роль Hyper-V. Для установки роли Hyper-V вводим командлет под названием install Windows Feature. Install Windows Feature. И вводим аргумент name. И называется это Hyper-V. Hyper-V. Также ставим ключ include management tools. Include management tools. Все, отправляем на запуск. Сейчас отработает. И после того, как у нас установится компонент Hyper-V, нужно будет компьютер перезагрузить. Перезагрузка происходит с помощью командлета Restart Computer. Мы еще укажем ключик Force для насильной перезагрузки. Итак, подходит к концу установка Hyper-V. Отработала. Все, перезагружаем. Restart Computer. С ключом Force. Все, и отправляем на перезагрузку. После перезагрузки сейчас установятся компоненты и будем, собственно, входить в компьютер и работать дальше. Следующее, что мы поставим, это мы поставим компонент под названием средство управления PowerShell и модуль PowerShell для Hyper-V. Итак, нажимаем Alt-Ctrl-Delete. Вводим пароль. Так, зашли в систему. Отлично. И сейчас будем ставить сразу два компонента. Первое это модуль PowerShell для Hyper-V. И второе это средство управления для PowerShell. Итак, ставится это с помощью командлета под названием install Windows Feature. Входим в PowerShell. И ставим и запускаем командлет install Windows Feature. Так, ставим аргумент name и указываем имя. Называется он так. rsat Hyper-V Tools. rsat Hyper-V Tools. rsat Hyper-V Tools. Enter. И пошел процесс установки средств управления PowerShell и модуля самого PowerShell для Hyper-V. Так, отработало, отлично. Теперь можно создавать контейнер с помощью команды docker run. Для начала посмотрим, какие вообще существуют контейнеры. Docker
PS, какие запущенные. Видим, что запущенных нету. Смотрим, какие вообще контейнеры существуют. Вот контейнеры .NET, которые были созданы на прошлом видео. Сейчас мы создадим новый контейнер, но уже сделаем его типа Hyper-V, что даст дополнительный уровень изоляции. Значит, в прошлом видео для запуска контейнера я вводил такую команду. Docker run. Дальше указывал аргументы IT. Dальше я показывал имя образа. Это был Microsoft.NET. Microsoft.NET. Вот, если я сейчас запущу, соответственно, в таком виде контейнер, то он ничем не будет отличаться от обычного контейнера, то, что я показывал на прошлом видео. Для того, чтобы был дополнительный уровень изоляции, вот на уровне виртуальных машин отдельных, в этом случае у нас будет разные ядра вообще, а не копия одного и того же ядра, то нужно ввести аргумент под названием isolation. 2 слэши и isolation. Isolation равно Hyper-V. Isolation Hyper-V. С такими аргументами, собственно, у нас создастся контейнер. Вот, и он будет изолирован на уровне Hyper-V. Enter. Так, ругается, да, Hyper-V. Hyper-V, ну, конечно, да. Синтаксис беспощаден. Ошибаться здесь нельзя. Еще раз проверяем. Isolation Hyper-V, да. Вот. Итак, пошел процесс запуска контейнера. Теперь уже изолированный Hyper-V. Вот, ждем. Вот, пожалуйста, собственно, отработал. Да? Мы уже находимся в контейнере. И можно посмотреть параметры. Ну, например, параметр ipconfig. ipconfig, да. Вот мы видим, что у нас IP-адрес 172.18.168.5. Вот. Чтобы выйти из контейнера, причем не прерывая его работу, нажимаем Ctrl-P, потом Ctrl-Q. Вот мы из контейнера вышли. Если мы сейчас введем команду ipconfig, вот, то в данном случае мы увидим, что вот адрес 192.168.7.111. Да? Вот. А вот этот вот, значит, Docker создает новый сетевой адаптер с адресом 172.18.161, который позволяет обмениваться данными с контейнерами. Итак, это первая функция, что дает Hyper-V. Значит, создание контейнеров под названием Hyper-V, который дает дополнительный уровень изоляции. Второе, что может дать Hyper-V, это создание виртуальных машин. Создание, импорт, экспорт. Все это делается с помощью, конечно же, PowerShell. Вот, и я сейчас хочу продемонстрировать создание виртуальной машины. Для создания виртуальной машины вводится командлет под названием new VM. Вводим new VM, сокращенно. New это новый, VM виртуальная машина. Вот, вводим имя, аргумент name и указываем имя нашей виртуальной машины. Пусть будет сервер, допустим, Win10. Ладно, пусть будет Win10. Например, виртуальная машина наша начнет называться. Далее указываем поколение, ключ generation. Пусть это будет поколение 2. Дальше указываем аргумент, задающий память. Называется он memory startup bytes. Memory startup bytes. Memory startup bytes. Пусть это будет 2 гигабайта. 2 гигабайта. И указываем, значит, аргумент, создающий новый виртуальный жесткий диск. Это будет new HDD size bytes. New HDD size bytes.
пусть будет 40 гигабайт, да, 40 гигабайт под Windows. Так, 40 ГБ под Windows 10. Все, запускаем на выполнение. Так, ругательство. Так, ага, ошибочка есть. Значит, не new HDD, а new VHD. New VHD. Да. Значит, спрашивает, где будет лежать наш образ виртуального жесткого диска. Указываем, пусть это будет C. Пусть это будет папка HDD. HDD, и пусть он будет называться, допустим, win10 vhd.vhdx. vhdx есть. Так, отработка пошла. Все, виртуальная машина у нас создалась. Теперь с ней можно работать. Вот, устанавливать туда операционную систему. Ну, а работать, конечно, если мы хотим с графикой работать, то работать через Core с ней неудобно. Но мы можем к ней подключиться с другого компьютера с установленной ролью Hyper-V. Для этого необходимо посмотреть IP-адрес нашего вот этого компьютера, IP-config. Смотрим, что здесь адрес 192.168.7.111. И сейчас мы подключимся по сети с другого компьютера. Вот, например, мы зашли на второй компьютер с графикой. Запускаем панель управления, администрирование, диспетчер Hyper-V. И будем подключаться к нашему компьютеру. Core. Значит, как это делается? Клацаем правой кнопочкой «Подключиться к серверу». Здесь вводим обзор, дополнительно поиск и ищем компьютеры. Вот он, S2019 Core. Вот наш компьютер, на котором мы установили роль Hyper-V. ОК. Так, ругается. Закрыть, да. Еще раз. Так. Обзор, дополнительно поиск, 2 раза ОК. Вот, появился, да, и теперь мы можем управлять им удаленно, точно так же, как мы можем управлять локальным компьютером. Вот мы создали Win10, вот с ним можно манипулировать, можно подключиться, параметры посмотреть, позадавать и так далее, и так далее. Вот, ну а на самом Core можно опять-таки с помощью командлетов сделать что? Сделать импорт виртуальной машины, экспорт виртуальной машины. Вот. Очень удобно, например, наделать виртуальных машин в режиме Core, а потом их просто экспортировать. А в самой виртуалке под управлением Core вот, сделать импорт вот, и работать. Ну, а у меня на сегодня все. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.